Привет, друзья! Прошли новогодние праздники. В общем, решили мы заняться своим дизельным мотоблоком Кентавр. Потому что стоит уже он давненько. Еще месяц назад я вам говорил, что надо разбирать. Но так все, то снег чистили, то праздники, то лень. В общем, был, так сказать, немножко творческий перерыв у нас. Вот сегодня решили взяться за наш мотоблок. В общем, появился в нем какой-то то ли шум, то ли стук. Вот решили разобрать, посмотреть, в чем дело. То есть разберем, будем выяснять, что, где и как. То есть покуда есть время до весенних работ, то есть надо нам нашего коня железного подлечить. Все-таки уже 8 лет ему. Нагрузки он испытывает порой серьезные, поэтому нужно его сделать. Сейчас будем потихоньку разбирать его и снимать весь процесс по возможности. В общем, смотрите, что будет получаться у нас. Итак, ребята, отсоединили наши тросы, то есть трос газа, трос сцепления и трос заднего хода. Теперь снимаем наш руль. Руль не откручивался, конечно, с момента покупки ни разу. Ржавчины полно. Но ничего. Так, теперь приступим к откручиванию двигателя. Сейчас мы с моим помощником, заодно оператором, начнем все это делать. Итак, ребята, сняли мы наши крылья, подножку. Сейчас откручиваем двигатель. То есть два болта вот верхних крутили. Сейчас два нижних и будем пробовать отсоединять его от коробки. Тогда уже будем смотреть дальше. Ну, я думаю, коробку тоже придется снимать. Нам ее снимать по-любому, потому что здесь надо менять уплотнение на переключателе. Сальник потек наш. То есть будем делать полную ревизию его. Я говорю, уже 8 лет ему. Конечно, срок уже немалый. А мы у него, покуда не лазили, вообще никуда. Единственное, только что открывали крышку клапанов, делали клапана. Больше ничего. То есть, как купили, и только ездили и ездили. Ну и, соответственно, меняли масла. Больше ремонту никакому он не подвергался. Ну, я надеюсь, что с двигателем ничего серьезного не произошло. Потому что если вдруг что-то с двигателем, конечно, это тяжелый случай. Отчасти дороговатые, но и без него нам нельзя. Поэтому разбираем и делаем. Итак, ребята, отсоединяем наш двигатель. Так, корзина сцепления. Ну вот, ребята, при проворачивании слышен звук металл об металл, как, в общем, со стороны коленвала. В общем, то, чего я опасался, наверное, так и случилось. Что-то с нашим коленвалом. Не хотелось бы, конечно, жалко. В общем,
разберем, посмотрим и будем определяться, что нам делать дальше. Если, конечно, натворила много делов, то может даже придется двигатель под замену. Не хотелось бы, конечно, дорогостоящее это, но и запчасти сейчас не дешевые, поэтому я уже поинтересовался. Новый двигатель в сборе стоит 20 тысяч. Такой же самый на 9 лошадей, дизельный. Так что будем смотреть. Сейчас разберем и сделаем сразу заключение. Стоит нам его ремонтировать, либо не заморачиваться, купить новый. Ну, 20 тысяч тоже вроде как бы на дороге не валяются. Но и без этого мотоблока нам нельзя. Культивация огорода вся на нем. И не только себе. Плюс еще родственникам помогаю иногда. Так что такие наши дела. Ладно, разбираем дальше. Итак, ребята, разобрали. Но здесь мы не нашли ничего. Все как будто бы в порядке. То есть все подшипники на месте. То есть снимали вот балансирный вал, все на месте, все подшипники, все, шатун наш, все отлично. И теперь у меня появилась еще такая одна болезнь, думаю, может быть крутился наш маховик в передней части двигателя. То есть сейчас закроем эту крышку, хотя бы на пару болтов ее наживим, и открутим мы переднюю крышку. Глянем, что у нас творится с нашим маховиком. Так, ладно, продолжаем дальше. Итак, ребята, разобрали со стороны маховика. В общем, у этого подшипника есть люфт, и люфт не маленький. Так что придется разбирать, вытягивать коленвал. Но подшипник это не так страшно, как коленвал. То есть разбираем, вытягиваем коленвал, вытягиваем распредвал. Так. И вытягиваем подшипник. То есть сейчас мы разберем все это дело. В общем, сделаем ревизию двигателя. Вот теперь уже подшипник. Мы знаем, что. Вот. И, соответственно, разберем коробку. Как я говорил, уже сальник. Плюс там резинка на этом, на переключателе. Ну и в дальнейшем посмотрим. Сразу заменим фильтр в баке. Уже полгода лежит новый. В общем, потихоньку там то шланг на обратку потресканный уже. Вот, сразу клапана глянем. В общем, все будем делать потихоньку как надо. Спешить не будем. Нас в шею никто не гонит, потому что до весны время есть. В общем, будем стараться сделать прилично. Вот такие дела. Так что откручиваем наш маховик. Ну так, ребята, в общем, как видите, уже раздербанили мы его весь, можно сказать. Повытягивали распредвал, вытянули, уравновешивающий вал вытянули, остался коленвал. Сейчас будем раскручивать коленвал. Раскрутили также головку. Как видите, бак сняли. В общем, решили разобрать полностью и сделать, так сказать, ревизию полную, раз уже. Так что вот,
Крутили головку. Вот. Сразу посмотрим, что у нас тут. Клапана целые. Форсунку надо будет почистить. Вот. В общем, будем бомбить дальше. Раз уже начали. Так что железо в гараже до хрена, и за всем нужно следить. Времени, конечно, катастрофически не хватает, но нужно делать все. Так что вот такие дела. Ладно, разбираем дальше. Итак, ребята, разобрали мы наш двигатель. Правда, коленвал еще не вытянули, а вытянули поршень. И пришли немного в ужас. Видите полосу? И вон вторая небольшая. Ну, та небольшая еще полбеды, а вот это, конечно, полоса серьезная. А все случилось потому, что растопорилось стопорное кольцо на поршневом пальце. Соответственно, кольцо полезло и продрало две таких канавы. Но одно, я говорю, небольшое, а вторую существенное. Вот такие дела. Поэтому мы сейчас находимся в каком-то недоумении. Получается, здесь гильза. Это полностью картер двигателя. То есть, если менять полностью картер двигателя. И во сколько это нам обойдется, непонятно. Так что вот так вот. Подшипник немножко болтается, но тут, конечно, все серьезно, очень серьезно. Так что будем завтра звонить в магазин, узнавать цену этого блока и принимать решение. То есть, либо ремонтировать этот двигатель, либо покупать новый. Вот. Возможно, даже и бензиновый. Так что вот на таком этапе мы сейчас находимся. Конечно, расстроились, попали на деньги, но ничего не поделаешь. Такова судьба владельцев техники. Ну а на этом будем с вами прощаться. В общем, следующее видео мы снимем о этом мотоблоке, когда мы уже определимся, то есть либо будем восстанавливать его, либо, если что, мы купим новый двигатель. Но во всяком случае мы вам покажем дальнейшую судьбу этого мотоблока. То есть выбрасывать мы его не будем, потому что нельзя на него выбрасывать, так как мы на нем делаем весной много очень работы. Да и по лету тоже. Поэтому дальнейшая судьба, мы ее снимем. А на этом будем с вами прощаться. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.